Всем привет! Сегодня я хочу освободить этот вольер от голубей, потому что мне нужно куда-то сажать своего самца. Я вчера продезинфицировал помещение. Надо, конечно, еще будет прибраться немножко тут, убрать все лишнее, присады, вот этот металл, картон. И в первую очередь нужно пересадить отсюда голубей. Во-первых, им тут очень жарко, это раз. Второй момент, для них этот вольер, я бы сказал, слишком большой, слишком шикарный. У меня есть клетка для кроликов. Я думаю, пересажу туда. Только для начала, перед тем, как пересаживать, нужно вот от этого всего избавиться. Вот я почистил вольер. Голуби все поразлетались, им там жарко, конечно. Но туда, куда я их посажу, там намного прохладней будет. Сейчас буду по одному отлавливать вот таким сачком. Присады оставлю для сокола пока. И надо будет тазик помыть и воды набрать тоже для сокола. Так, вот первый голубь, которого я поймал, точнее голубка. Такая красивая шея, переливается как красиво на солнце. Вообще голубка очень красивая. Ну, если я не ошибаюсь, вроде это голубка. Пойдемте пересадим. Вот это укромное местечко. Так. Закрываем сразу. Надо будет сделать присад для них. Также поставить воду. И нормально, в принципе. Вот еще один. Ну, кстати, вот у этого голубя спина, если честно, больше похожа уже на какого-то помоечного голубя, который на помойках ходит. Вот такой же. Но так тоже достаточно красивый. Но это чистая порода. То есть у них просто так должно быть. Вот следующий голубь. Ну вот, конечно, вот этот красивый. Очень красивый окрас. Вообще красота какая. Очень красивый голубь. Вот последний голубь. Вообще, если честно, вот этот голубь уже, несмотря на то, что у него и кольца есть, и все, несмотря на это, он очень похож на гибрида, то есть обычный голубь с каким-то помоечным голубем, видите? На хвосте одно перо выступает, сам он весь такой достаточно Вот мне интересно, из яиц голубиных кто вылупится вообще? И вылупится ли вообще кто-то? Вот. Так, ну вот новое жилище их временное. Нужно сделать для них присады, кормушки, поставить воду. Но здесь, кстати, намного прохладнее, чем в том вольере. Во-первых, здесь навес, это раз. Здесь больше тени от деревьев и от вольера птичьего. Вот. И получается так, что здесь им даже покомфортнее будет. А потом в дальнейшем подумаю, что с ними делать. Если честно, я вообще думаю их отдать кому-нибудь, отдать человеку, который занимается разведением этих голубей. То есть,
так, чтобы голуби не пропали, потому что голуби очень хорошие. Вот. А вообще, конечно, у меня еще была мысль, то, что оставить их, разводить и притравливать своих хищных птиц на этих голубях. Ну, потому что в любом случае притравливать хищных птиц нужно на какую-то добычу. Вот. И, ну, то есть там, допустим, ехать покупать такого же голубя на птичьем рынке там или где-нибудь на Авито или еще что-то, да, ну, то есть это, я думаю, было бы неразумно. И я думаю, если они начнут нестись, то как раз-таки можно будет и пускать в расход. Вот. Нет. Так. А теперь посадим туда моего нового сокола. Прямо вместе с этой присадой. Там, конечно, сейчас будет ему очень жарко. Так, теперь его надо где-то разместить в таком более-менее безопасном месте. Безопасном в том плане, то, что от солнца, чтобы ему не было жарко. Пусть пока что тут. Сейчас я еще поменяю ему воду тут. Эту присаду уберу пока подальше. Она вообще для ястреба. Вот теперь сокол в безопасности. После того, когда я уберу вот это и вот это, вот после всего этого уже я его отвяжу, и он будет здесь спокойно летать и развлекаться. Но летать он будет вряд ли, конечно, тут сейчас в такую жару, он, скорее всего, будет также где-нибудь здесь внизу, на земле, на траве сидеть и ждать, пока пройдет жара. Вот. Просто я его почему так экстренно пересадил? Очень много животных сбегает у соседей. Вот. Собаки, кошки. И все, бывает, так проходят через мой участок и пытаются как-то напасть на него. Я, естественно, стою, защищаю своего любимого питомца. Вот. Но, к сожалению, вечно это делать не могу. Поэтому в вольере в этом ему будет намного безопасней. Хоть и жарко. Вот даже мне самому очень жарко. Я сейчас тут нахожусь. Ну а на этом все. Всем пока. Всем добра.